Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой канал Cooking Time. Сегодня будем печь маффины. Идеальные для завтрака. На них можно что-нибудь еще намазать, чтобы было еще вкуснее. И все быстро. Все действительно очень быстро и просто тыц-пыц и готово. Следите за руками. Поехали! Для выпекания маффинов хорошо бы иметь форму для маффинов. Я рекомендую дополнительно смазать ее маслом или проложить бумажными формочками. Ну и заранее, как всегда, разогреваем духовку до 400 градусов Фаренгейта, 200 градусов Цельсия. Берем чашу для смешивания, выливаем туда кленовый сироп. В кленовом сиропе содержится большое количество минералов и антиоксидантов. Марганец, цинк, калий, кальций, железо. Если кленового сиропа у вас нет, никак не найти или дорого, можете использовать какой-нибудь другой сироп или заменить его медом. Добавляем яйца. Яйца должны быть комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. С помощью венчика все это смешиваем, немного взбиваем. Для пользы в маффины я добавлю пшеничные отруби. Тоже то, что можно часто добавлять в выпечку, делая более полезной. Хорошо смешиваем, чтобы никаких сухих отрубей не осталось. И оставляем буквально на 5 минут, чтобы отруби слегка подразмокли. Затем в чашу добавляем сметану. Если не хотите сметану, можете заменить жирным йогуртом, например. Туда же сразу заливаю растительное масло. Можете использовать растопленное сливочное или кокосовое. И все это хорошо, тщательно смешиваем. Прежде чем продолжать, как всегда, небольшое напоминание о лайках. Пожалуйста, друзья, не забывайте, это очень важно. Можете оставить его в конце, если будете довольны. А можете поставить сейчас авансом, а потом, если что-то не понравится, заберете. Я бесконечно благодарен каждому за вашу поддержку. Продолжаем. Еще вкуснее маффины сделают колотые орехи, я использую грецкие. И также добавляю немного изюма, у меня мягкий, мелкий, если у вас крупный и сухой. Лучше его предварительно ошпарить кипятком, дать немного разбухнуть и затем просушить полотенцем. И также сразу в чашу добавляем муку и обязательно разрыхлитель. И все это хорошо, тщательно смешиваем с помощью лопатки. Но перемешиванием не увлекаемся, чтобы не получились маффины плотными, а остались нежными внутри. Как только мука вмешалась, все соединили, смесь теста для маффинов готово. Распределяем смесь по формочкам в равных количествах. Я использую вот такую ложку, так гораздо удобнее. Вы можете экспериментировать и добавлять, например, цедру лимона, апельсина. Можно использовать какие-то экстракты. Но, знаете, кленовый сироп, он такой вкусный, и его при этом легко перебить. Поэтому я, кроме кленового сиропа, никаких других ароматизаторов не добавляю. Можете сверху посыпать какими-нибудь орехами, можно добавить кокосовую стружку, что-нибудь еще. Я ничего не добавляю, мне нравится вот так, как есть. Ставлю все это в духовку, уже разогретую до 200 градусов Цельсия, 400 Фаренгейта. И выпекаться маффины будут 25 минут, они должны подняться, должны подрумяниться. Готовность, как всегда, можно проверить шпажкой, зубочисткой, воткнули, вынули. Если сухо-чисто, значит готово. Но следите, чтобы ничего не сгорело и не пересохло, чтобы маффины остались нежными. Пахнут очень-очень вкусно. И они такие румяные, такие аппетитные. Пару минут буквально даем отдохнуть в форме, и затем вынимаем и перекладываем на какую-нибудь решетку. Остывать. Но дать им полностью остыть – это преступление. Вкуснее всего они в теплом виде. И даже если совсем остынут, чуть-чуть подогреть. И вот так еще теплый маффин распополамливаем. Пахнет очень вкусно. Сверху кусочек соленого сливочного масла. Масло на теплом маффине начинает таять. Это очень вкусно. Это не десертные кексы, а именно такие маффины для завтрака, которые можно дополнить каким-нибудь конфитюром, джемом, маслом, вот с соленым маслом. Это просто идеальное сочетание. Да и просто так, без масла, это тоже очень-очень вкусно для завтрака. Или днем в качестве перекуса со стаканом теплого молока, кефира. Масло прям такое гамму вкусов новую открывает. Мне нравятся и орешки, и изюм. Масса текстуры, вкусов. Всем
Всем срочно надо. Мгм. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео жду ваши лайки. Напоминаю, пожалуйста, не скупитесь, комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Приводите сюда друзей, знакомых. Чем нас здесь будет больше, тем видео с рецептами будут выходить чаще. Всем желаю язык заплетается, всего самого доброго, вкусного, весеннего. До новой скорой встречи. Пока-пока. Здоровый маффин за ваше здоровье.